Дорогие друзья, сегодня мы хотим поставить эксперимент, чтобы узнать, как звучат колокола под водой. Я лично давно хотел это сделать, и вот сейчас появился у меня бассейн, и появилась возможность реализовать этот замысел. Мы все слышали легенды о подводных городах затопленных, на которых на колокольнях звучат колокола. Собственно, сегодня мы это попробуем сделать. Значит, мы будем использовать несколько бил. Начнем с этого самого большого, это нота до малой октавы, толщина 8 миллиметров. Звучит точно так же, как звучит колокол. Сейчас мы услышим, как он звучит на суше, а потом я погружу его в воду и сделаем еще запись звука и из-под воды, и снаружи с воздуха. Я уже включила. Папа. Но, к сожалению, ничего не слышно. Вот так, постучи, Андрюша. Вот так мы слышим. Ну-ка постучи еще, постучи, кстати, вот железный язычок у колоколов, когда... Нет, это как будто на тарелках играют. Нет, железный, постучи еще железным. Железный постучи. Железно понятно, что. Ну постучи. Че? Ну что, Андрюша, что ты скажешь? Пару слов для репортажа. Идея всей жизни потерпела сокрушительное фиаско. Ну ты огорчен? Не, дай мне вот нотуси вот эту вот маленькую. Еще одну надо дать, И да? палочку дать. Ладно, сейчас. Давайте послушаем, как звучит нота Си снаружи. Ух ты, интересно. Ой, попробуй еще разочек, можно так сделать? Ну-ка. Опусти-ка. О, вот это я понимаю. Вот это новое что-то. Нажал? Нажать и доставать. Ну, стукнуть и доставать. О, вот что можно использовать. Снимала это, да? Да, снимала. А у вас тоже iPad? Класс. Ты интересно. Попробуй еще разочек, можно так сделать? О, вот это я понимаю. Вот это. Нажать и доставать. Ну, стукнуть и доставать. Вот что можно использовать. Снимала это, да? Да, снимаю. Снимаю, еще снимаю.